Привет! Этим летом мы с друзьями посетили одну из самых заповедных достопримечательностей севера Ростовской области, о которой вообще мало кому что известно. Ученые, археологи, которые приезжали для изучения этого места, окутанного завесой тайны, никаких заключений по сути так и не сделали. Все остается на уровне легенд и историй местных жителей, среди которых также нет носителей более точной и глубокой информации об этом исчезающем эхе из далекого прошлого под названием Микулинская пещера. С новосельем тебя! Спасибо. Чтоб я еще раз женился! О, iPhone 6. По примерным данным исследователей, ее возраст более 7 веков, а протяженность ходов, по словам старожилов, около 50 километров подземных тоннелей, на всей протяженности которых встречаются колодцы с пресной водой. Известно, что это был целый монастырь под землей, полностью автономный от внешнего мира, проживая в котором монахи могли не выходить на свет по несколько месяцев. Также известно, что монастырь располагался по обе стороны Дона и сообщался полноценным тоннелем под рекой, который сейчас, к сожалению, завален. Но люди из более старшего поколения рассказывали лично мне, как, будучи детьми, они спускались в этот ход, и он был наполнен гулом от течения реки, а сквозь свод капала вода, и от резкого звука промокшие пласты свода отслаивались и падали, поэтому они боялись заходить дальше. Вот такие вот пещеры в наших местах. Пещера, в которой жили монахи когда-то. Много легенд ходит про эту местность. Это одна из пещер. Она уже полузавалена. Сейчас же пещера разделена на две вследствие обвалов. Имеются условные названия – старая и новая. Хотя это одна и та же пещера, просто вход в другую ее часть был откопан позднее в нашем времени. И в нашем же времени нашим прекраснейшим народом с уровнем таланта в виде надписи «Здесь был я» исписаны все стены древнего монастыря. А это молитва какая-то на древнеславянском языке, вроде сквозь все эти годы до сих пор видна эта краска. Чем они писали, я уж не знаю. Ныне общедоступная протяженность пещеры составляет примерно 330 метров меловых тоннелей
Их общая структура похожа на лабиринт, который закольцован, чтобы в случае чего, обманув преследователя, направиться в противоположную от него сторону и как минимум выиграть время. Так, келья. Это что, я уже не знаю, что здесь происходило. Закопченный верх пещеры, потому что ходили здесь с лампадами. Еще одна келья. На стенах в некоторых местах выскоблены неповторяющиеся лики, чтобы в кромешной темноте на ощупь понимать свое местоположение. Также имеется множество келей, ниш для икон, колодец, место похожее на часовню. На стенах сохранились кресты и молитвы, написанные на церковнославянском языке. Опять мы возвращаемся сюда. Келья. А это ход под доном, который уже завален. Здесь был когда-то ход, вниз уходили ступеньки. О, там вверх. Вверх что-то есть. А вот вверху обвал есть этот. Вот там все. Оттуда все и обвалилось. А здесь вообще туда идет спуск. Несколько ступенек. И уходит пещера под дон. Раньше было слышно гул воды. И потихоньку уже начинал обваливаться верхний свод. Ходить там было уже небезопасно. Выходила она на той стороне дона. Там пещеры сообщались. Две пещеры были связаны между собой тоннелем, который проходил под рекой Дон. Вот. Но на той стороне пещеру никто и никогда не видел. Так, здесь мы уже были, здесь тоже. Идем назад. Бродя вдоль длинных коридоров, на стенах можно заметить орнаменты в виде трилистников, лепестковых крестов, полукружий с точками внутри, звездочки на потолке свода. Самые старые надписи, которые удалось обнаружить, были сделаны в 1906, 1918 и в 1930-х годах. Вероятно, они были сделаны двумя отшельниками, которые проживали там примерно в это время. Здесь в углах, здесь уже обвалены, но лопатка какая-то была. Были лики, чтобы на ощупь понимать, где ты находишься. Тот, жизнь которого закончилась раньше, был похоронен своим собратом. Крайний же, уже в старческом возрасте, покинув пещеру, пришел погибать в станицу. Еще одна келья. Здесь, да, большая влажность. И здесь ли кеть? Нет. Так. В конце коридора. Ну да. Это спуск к колодцу, который якобы здесь когда-то был. Это, по-моему, уже местный фольклор.
Что было здесь, я не знаю. Наверное, вот здесь колодец и был. Ну, тут что-то. И не видно, что обваливалось. В общем, непонятно. Да, я сейчас уходил. Что? Я остаюсь жить здесь. Я тебе хочу сказать, что не были мы справа. Справа мы не были. Нет. Там колодец. Справа это другой ход. Сейчас туда полезу. Ну, то есть от тебя сейчас справа, от нас слева. Да, понял ты. Я помню тогда еще мы. Ну, в него напрямую не пройдешь, вот сейчас... Да, вон не уступы. Сейчас я туда полезу. Ну, пролезь, если там колодец, то не пролезь. Окей. Я раньше помню, мы когда первый раз лазили здесь, завален этот ход был. Да что ты только помнишь? Я вот здесь никогда и не был. Опять фонарик где-то выронил. Фонарик зажечь надо, да? Вот место под икону. Что-то непонятное. Ну это уже кто-то в современности рисовал. Он здесь уже был. Я правильно понимаю. Нифига здесь нет колодца. Русь. Идем на выход. И поползли. Лезу. Да нету там ничего. Там просто глухие ходы. Блин, жесть, тут тепло на улице. На улице жарко, да, и хочется обратно в пещеру. Привет. Здорово. Здорово. Ты явно с западного. Давай.
Мне хорошо, у меня здесь своя комната. В смысле? О, да тут шире, гля, Здесь вкин. трещина, и, по-моему, здесь хуже. Не-не-не-не-не, здесь... А, пошире тогда. Давай. Вежливо ждала меня? Да, бал здесь жесткий прям. Прямо таки. Трещины везде идут. Черепушка какая-то. Здесь вообще жестоко. Это вот уже что-то упало. То, что рухнуло. Все сужается. Здесь реально кайфово. Перекресток. Больше никакой информации, к сожалению, нет. Никто из исследователей не выдвинул никаких гипотез о том, как были сотворены эти пещеры, какими инструментами, методами, по каким технологиям, как определяли и выбирали место, да и вообще кто. Все эти вопросы обречены так и остаться неразгаданной загадкой и полностью исчезнуть вместе с этими таинственными коридорами, так как с каждым годом обвалы происходят все сильнее, как на входах, так и внутри пещер. Никто и ничего не предпринимает. Десятка копеек. А, здесь, да, тоже мы были. Не знаю, как так, наверное, лучше будет тоже светить. Здесь я тоже только что был. Да, везде уже идут обвалы, трещины. Никто этого уже никогда не восстановит. Какое эхо. Кашик такой, Смотри, пещера была завалена в 1939-40 годах. Открыта в 74-м. в 1974-м. Непосредственные исполнители Ибрагимов ГИ, Шуменко БФ. Моральные вдохновители Козлова ЛВ, Милюкова ИП. Лица Без определенных занятий. Ванятий, Миша Занятий. Мишаков, занятий. Мишаков, Харабаджах. Хав. Харабаджахов, все. Своды везде очень ровно все. В общем, этого не описать. Ощущений, когда находишься здесь.
Это просто неописуемое ощущение. Здесь уже тоже завалено, как я понимаю, уходило вниз. Наверху что-то. И здесь уже прям такие обвалы. Вот это уже трава растет. Здесь уже все, к сожалению, завалено. Да, здесь реально заблудиться можно. Что они тут делали, монахи? Неизвестно. Да, здесь тоже был. Пеньки. Эта пещера находится на побережье Дона. Прямо на побережье. Как они ее копали в то время? Корни прям зеленые. Пробиваются. Вот так-то. Опа. Да, обидно, конечно, что всего этого скоро не станет. Пойдем в другой ход. Куда мы ходили-то? Мы сюда. Что там? Там, похоже, ничего. Да, здесь я бывал. Здесь. Что здесь? Посмотрим. А здесь что? Да, все завалено. Абсолютно все. Да. Очень жаль. Здесь что? А, ну это я отсюда смотрел, вон оттуда сюда. Да, это уже вот прям. Здесь тоже уже опасно находиться. Все обваливается. Дохлые летучие мышки. Здесь что? Тоже ничего. Тоже обвал. Пойдем туда. Вот какой ровный, красивый свод был. Это значит, здесь все в рост человека и выше было. Опа. Куда я хотел-то? А, да, наверх. Или вниз. Вниз. Там выход. Сюда.
Что-то, места под что-то. Вот это красная роспись, говорят. Еще с тех времен. Еще монахи расписывали. Вот здесь. Ай-яй-яй. Вот хоть не исписан. Всякими недалекими. Ну, это просто неописуемо. Да что ж с этим коленом-то? Трещина пошла. Вот это я не понимаю, откуда здесь взялось. Грязный какой-то известняк. Я здесь бывало прям сильного. Не видно, чтобы был. Ну, тоже, блядь. Да. Ступеньки какие-то. Ой. А, ну и колодец. Офигеть, как все ровно. Колодец. Его не свалило. Раньше, говорят, здесь всегда была вода. Я не знаю, как он глубины был. Говорят, был очень глубокий. В нем всегда была вода. Вода среди мела. Тоже удивительно. Откуда знали? Вот так вот. Вы тут набуксовали, не вылезешь. Там уже темнеет, что ли, на улице? Жесть. Что там происходит? Да. Вы опять в гости приехали? Да. С новосельем тебя. Спасибо. Как не увидим ты с новой Да квартиры? я не долезу. Какую палку ты? Глянь, реакция хорошая. Ой. Денисушка, родненький. Там... Ты же мой хороший! Чтоб я еще раз женился. Я тебе говорил, приезжай один. Зачем ты всех их привозишь постоянно?
Уходи, уходи, я тебе говорю, уходи. О, iPhone 6.